Привет всем! Я рада снова видеть вас у себя на канале, и в этом видео мы будем пробовать делать стемпинг без пластины. И его мы будем делать с помощью бумаги. Подсмотрела я этот способ в Instagram. Изначально способ показался бредовеньким, но уже когда я села пробовать, мое мнение изменилось. Во-первых, это экономия на пластинах для тех, кто делает дизайны сам себе. Во-вторых, если включить фантазию, может получиться прикольный отпечаток. Ну и как минимум неплохой вариант отпечатать тонкие линии, если вы не умеете рисовать или не получается нарисовать на рабочей руке. Первое, что нам нужно, это плотная бумага, картон, который мы будем использовать в качестве пластины. У меня это цветной картон из художественного магазина. Плотность вы сейчас видите. Еще для дизайна я буду использовать бумагу для акварели. У нее очень классная текстура, с которой получится прикольный отпечаток. Нам нужен штамп, ручка, которой мы будем выдавливать рисунок. Можно даже использовать пустую ампулу для этого. И скрапер или пластиковая карта. Начнем с самого простого, пишем love и проверим. Ручкой я хорошо продавливаю каждую букву. Ну а дальше все уже как и с пластиной. Мы наносим лак, которым вы привыкли работать, убираем лишнее и переносим на штамп. Не идеально, конечно, но и неплохо. Такую пластину можно использовать несколько раз, потом она просто забивается лаком и нужно заново выдавливать рисунок. Жаль только то, что невозможно отрисовать какие-то слишком мелкие надписи или предложения, поэтому чем больше ваши буквы, чем сильнее вы их выдавите, тем более четче будет рисунок на штампе. Ну и кроме разных слов, можно еще сделать вот такую тему, какие-то рисунки, абстракцию. Главное посильнее выдавливать этот рисунок. Сейчас попробуем отпечатать белый цвет. С белым тоже переводится и не окрашивается в синий цвет. Мне казалось, что лак будет забирать цвет от ампулы. В таком стемпинге облегчает намного работу такая линейка. Мы не от руки будем выводить фигуры, а работать по трафарету. Смотрите, сколько здесь всего, что нам может пригодиться в дизайне. Круги, квадраты, треугольники, цифры. Пробуем сделать пока круглую рамку. Ну и если у нас уже есть эта линейка, то есть еще один способ, как перевести рисунок. Многие, я думаю, знают, но вдруг кто не видел, показываю. На штамп мы наносим лак для стемпинга и немного даем ему подсохнуть, буквально пару секунд. На линейке мы выбираем фигуру, которую мы хотим перенести, и прикладываем ее к штампу. Лишнее мы убираем и переносим на ноготь.
А сейчас давайте поработаем с бумагой для акварели, о которой я говорила в начале видео. Это сделать проще простого, потому что нам не нужно ничего выдавливать. У бумаги уже есть свой рисунок. Наносим лак сразу на бумагу и снимаем лишнее. Получаются такие черные хлопья. Здесь я с бумаги сняла слишком много лака, поэтому получилось не очень. Сейчас я нанесу уже побольше лака и быстро, чтобы он не успел высохнуть, заберу его штампом. И теперь все получилось. Выглядят эти хлопья очень здорово, на канале не раз были похожие дизайны, только эти хлопья я делала с помощью белой фольги. И еще один способ выполнить такие хлопья золотой втиркой. Наношу втирку на штамп и снова буду переводить текстуру бумаги. Чтобы завершить свои дизайны, я хочу добавить слайдеры и немного декора из фольги, который мы делали в прошлом видео. Такие дизайны у меня сегодня получились. Да, это занимает гораздо больше времени, чем обычный стемпинг. Для мастеров такой способ вряд ли подойдет, я понимаю. А вот для тех, кто делает дизайн сам себе, очень даже. Например, если вы не хотите брать много разных пластин, потому что чаще всего геометрия, линии, текстура и буквы — это все 4 разных пластины. А тут просто пару листиков бумаги и у вас все готово. Напишите, как вам такой способ, я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по моему мастер-классу у себя в Instagram. Для этого публикуйте фото в Instagram с хэштегом Карина Корн. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока.